Всем привет, с вами Валерия. Приглашаю вас заглянуть в мой волшебный мир творчества. В данном выпуске вы узнаете, как из бумаги и других простых и подручных материалов можно смастерить красивую вазу-конфетницу с объемными розами. Список материалов, которые понадобятся для работы, находится в описании под видео. Шар-основу оклеиваем кусочками бумаги. Используем клей ПВА, немного разбавленный водой. Необходимо приклеить приблизительно 7-8 слоев. Чем больше слоев, тем прочнее будет изделие. Далее использую гипсовый бинт. После высыхания основу оклеиваю гипюром. Можно использовать столярный клей ПВА или полимерный клей. Я применяю полимерный клей, так как он быстро сохнет. Не забывайте о том, что пары полимерного клея токсичны, и при работе с ним необходимо открывать окна.
В данной работе я использую покупную массу, но также можно применить самодельную массу. У меня на канале есть видео, в которых я показывала, как сделать самодельную массу своими руками. Такая масса получается довольно качественная и ничем не уступает магазинной. Ссылки на эти мастер-классы вы найдете в описании под видео, а также подсказка появится на экране. После того, как масса высохла, формирую розу из ватных дисков и разбавленного наполовину водой столярного клея ПВА. Если вы будете делать работу в темных тонах, то можно использовать и обычный клей ПВА. Так как данная работа задумана в светлых тонах, то я применяю именно столярный клей ПВА. Обычный клей ПВА в светлых работах я не применяю, потому что со временем он может пожелтеть. Дополню, что не обязательно делать розы именно из ваты, вы можете слепить их из любой массы, которая сохнет на воздухе. Ссылки на различные массы, которые я применяла в своих работах, вы найдете в описании под видео. Сначала я сформировала один цветок, он высох. На следующий день сформировала еще один, он также высох. И последнюю розу я формировала уже на третий день и также оставляла работу до полного высыхания. Сушила работу возле батареи, такой цветок у меня высыхал полностью за ночь. Хотя по времени высыхания это довольно долго, но я думаю, что работа того все-таки стоит. Грунтуем работу белой акриловой краской. Отдельные детали работы окрашиваем акриловой краской светлое золото. Если золото попало на белый цвет, исправляем по марке белой акриловой краской и окрашиваем цветы. По задумке цветок должен быть винтажным, бледным. Для него использую акрил цвета голубая пудра и зеленый винтаж. Краску разбавляю водой до полужидкого состояния.
Приглушаю яркость цвета белой акриловой краской. В завершении покрываю работу несколькими слоями акрилового лака с промежуточным высыханием каждого предыдущего слоя. Работа готова. Ваза-конфетница получилась винтажной и очень нежной. Всем моим подписчикам, как всегда, огромный привет. Всех вас очень люблю, крепко обнимаю и целую. Обязательно пишите комментарии, поддерживайте мой канал. Меня всегда очень радует и вдохновляет ваши чудесные позитивные отзывы. Ну а тем, кто на моем канале впервые, предлагаю подписаться и нажать на колокольчик. Так вы всегда первыми будете получать уведомления о выходе новых мастер-классов. Пусть сбываются все ваши добрые мечты и желания. Крепкого всем вам здоровья, берегите себя и своих близких, творческого вам вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!